нашей планете есть места, которые заставляют усомниться в реальности происходящего. Места, где природа словно забыла о своих привычных правилах и решила поэкспериментировать с палитрой безумного художника. Мы находимся в Западной Австралии. Это край сурового солнца, красной пыли и бесконечного океана. Но если проехать 500 километров на север от Перта, пейзаж меняется. Среди желтого песка и серого кустарника лежит оно, озеро которого, кажется, не должно существовать. Его цвет варьируется от нежно-лилового до кроваво-красного. Оно выглядит как галлюцинация, как декорация к научно-фантастическому фильму или результат разлива тонн химикатов. Но это Хат-Лагун, одно из самых красивых и странных озер на Земле. И что самое удивительное, этот цвет абсолютно на 100% натурален. Сегодня мы отправимся в путешествие к этому розовому зеркалу, чтобы понять, почему оно такого цвета. Кто живет в воде, которая соленее Мертвого моря, и как эта сюрреалистическая красота кормит мировую индустрию здоровья. Лагуна Хатт расположена недалеко от крошечного рыбацкого городка Порт-Грегори. Само озеро — это вытянутая чаша длиной 14 километров и шириной около 2,5. Огромный солончак, отделенный от Индийского океана лишь тонким барьером песчаных дюн. Оно настолько огромно, что с берега невозможно оценить его истинный масштаб. С дороги это выглядит как бесконечная розовая пустыня, где вода сливается с небом в мареве жары. Но стоит подняться в воздух, как открывается истинная магия этого места. Хат-Лагун — это не просто озеро, это терминальный бассейн. Вода попадает сюда из океана, просачиваясь сквозь барьерные дюны, а также с дождями. Но выхода у нее нет. Под палящим австралийским солнцем вода испаряется с невероятной скоростью, оставляя после себя соль. Уровень солености здесь запредельный. Летом озеро может практически полностью пересыхать, превращаясь в сверкающую белую корку, под которой скрывается розовая грязь. Зимой, когда приходят дожди, оно снова наполняется, превращаясь в гигантское зеркало. Но главный вопрос, который задает каждый, кто видит Хат-Лагун впервые — почему? Почему вода выглядит так, будто в нее вылили тысячи литров клубничного молока?
Ответ кроется в микромире. В условиях, где, казалось бы, все живое должно погибнуть от переизбытка соли, процветает крошечный, невидимый глазу организм. Микроводоросль с красивым латинским названием Dunaliella salina. Это настоящий экстремал биологического мира. Чтобы выжить в таком рассоле и защитить себя от интенсивного ультрафиолетового излучения австралийского солнца, эта водоросль выработала уникальный механизм защиты. Она производит бета-каротин. Да-да, тот самый бета-каротин, который делает морковь оранжевой. Только здесь его концентрация настолько высока, что миллиарды микроскопических клеток окрашивают миллионы кубометров воды в интенсивный розовый и красный цвета. Но Dunaliella работает не одна. Ей помогают галоархеи, особый вид архей, древнейших одноклеточных организмов. Они тоже любят соль и тоже имеют красноватый пигмент. Вместе они создают этот невероятный коктейль. Интересно, что цвет озера – величина непостоянная. Хат-лагун – это живой организм, хамелеон. Утром, когда солнце стоит низко, озеро может казаться нежно-лиловым или даже серебристым. В полдень, когда солнце в зените и свет пробивает толщу воды, оно вспыхивает ярким баблгам розовым. А на закате вода наливается густым, почти винным багрянцем. Это зависит от облачности, времени года и, конечно, уровня воды. Чем выше соленость, тем активнее водоросли выделяют пигмент, и тем краснее становится озеро. Многие туристы, приезжающие сюда за красивым селфи, даже не подозревают, что Хат-лагун – это не просто природный памятник. Это гигантский биореактор под открытым небом. Здесь расположена крупнейшая в мире ферма по выращиванию микроводорослей. Посмотрите на эти геометрически правильные квадраты в северной части лагуны. Это искусственные пруды общей площадью более 250 гектаров. Промышленный гигант BASF использует это место для добычи натурального бета-каротина. Процесс гениален в своей простоте. Водоросли размножаются в естественной среде, затем воду перекачивают в пруды испаритель. По мере испарения воды концентрация соли растет, водоросли испытывают стресс и, защищаясь, вырабатывают максимум пигмента. Затем биомассу собирают, высушивают и превращают в порошок или масло. Куда идет этот продукт? Возможно, вы употребляли частичку Хат-лагун сегодня за завтраком. Натуральный краситель для еды, витаминные добавки, ведь бета-каротин в организме превращается в витамин А, косметика и даже корма для рыб, чтобы придать лососю и креветкам их аппетитный цвет. Все это родом отсюда. Это удивительный симбиоз человека и природы. Мы не строим заводы с трубами. Мы просто используем солнце, ветер и соленую воду, чтобы получить ценнейший ресурс.
Но Хат-Лагун не всегда был фабрикой витаминов. До прихода европейцев эти земли тысячелетиями принадлежали коренным народам Австралии. Для них соленые озера часто имели сакральное значение, будучи источником соли и местом обитания духов, хотя подробные легенды именно об этом месте растворились во времени. Для западного мира лагуну открыл исследователь Джордж Грей в 1839 году. Он назвал озеро и реку, впадающую в него, в честь Уильяма Хатта, человека, который никогда здесь не был, но был братом губернатора Западной Австралии. Типичная история колониальной географии. Долгое время это место было тихим и забытым. Порт Грегори, расположенный рядом, переживал свои взлеты и падения. В середине XIX века здесь пытались отправлять свинец с местных шахт, возили соль. В 1920-х годах порт Грегори был популярным курортом для фермеров из глубинки, которые приезжали сюда на повозках, чтобы увидеть океан. Но настоящая слава пришла к озеру лишь в эру интернета. Когда первые фотографии розовой воды появились в сети, мир ахнул. Сегодня Хат-Лагун — это звезда Инстаграм, место паломничества фотографов и мечта модных брендов. Здесь снимали рекламу Ланком. Здесь проводят сюрреалистические показы мод прямо на соляной корке. Как же лучше всего увидеть это чудо? Есть два пути, и они дают совершенно разные эмоции. Путь первый — с земли. Вы подъезжаете к кромке воды. Запах здесь специфический. Это смесь морской свежести, соли и легкого аромата, напоминающего фиалки или забродившие фрукты. Так пахнут водоросли. Входить в воду нужно осторожно. Дно усеяно острыми кристаллами соли, способными порезать ноги, как стекло. Вода маслянистая, плотная. Если вы ляжете в нее, то не утонете. Она вытолкнет вас на поверхность, как пробка. После купания ваша кожа покроется слоем белой пыли, которая моментально застывает на солнце. Но самый захватывающий вид открывается с воздуха. Местные пилоты на легких самолетах катают туристов над лагуной. Именно оттуда видно невероятное лоскутное одеяло промышленных прудов. Контраст цветов поражает. Полоса белого песка, синева океана и яркая фуксия озера. С высоты это выглядит как абстрактная живопись, полотно, созданное самой природой. Лучшее время для визита — середина утра или закат в ясный день. Облачность — враг розового цвета. Без солнца озеро может казаться просто мутно-серым или слегка бурым, разочаровывая тех, кто ожидал неонового сияния 24 часа в сутки. Хат-Лагун капризен. Он требует правильного света.
Несмотря на экстремальную соленость, это место не мертвое. Берега озера окаймлены зарослями самфира, солероса. Эти удивительные растения выглядят как инопланетные кораллы, меняя цвет от зеленого к красному. Здесь гнездятся птицы. Чайки, кулики и австралийские пиганки находят здесь покой. Хищникам трудно добраться до них через вязкую грязь и острые солончаки. Для перелетных птиц такие озера – важные остановки на пути. Хат-Лагун – это напоминание о хрупкости и одновременно невероятной стойкости жизни. Это экосистема, сбалансированная на лезвии ножа. Изменение климата, изменение количества осадков – все это может повлиять на соленость, а значит и на жизнь водорослей. Если баланс нарушится, озеро может потерять свой цвет навсегда. В мире много голубых озер, много зеленых лесов и желтых пустынь. Но розовое озеро Хат-Лагун стоит особняком. Оно бросает вызов нашим ожиданиям. Оно объединяет в себе дикую красоту и высокую науку, туристический аттракцион и промышленный объект. Это место, где граница между естественным и искусственным, между земным и инопланетным стирается. Если вы когда-нибудь окажетесь в Западной Австралии, сверните с шоссе, подойдите к кромке воды, посмотрите на этот невозможный цвет и вспомните, что иногда природа, как настоящий художник, позволяет себе немного безумства. Хат-Лагун – розовое сердце Австралии.